Сейчас мы будем начинать вязать рукав. Для этого нам понадобится крючок для набора. Он нам понадобится для того, чтобы можно было спокойно снимать. И он должен быть не зафиксирован. Сразу же будем переносить на спицы номер 7 круговые. А далее будем вязать, это только наборный ряд, далее будем вязать круговыми спицами номер 8, как и все предыдущее полотно основное. Настало время рукава, вот наша пройма. Мы будем набирать из проймы петли для рукава, вязать сверху вниз. Вот низ проймы, я уже подсоединила нить, вот вершина проймы. Как и в горловине мы набирали петли из кромочных, сейчас мы делаем то же самое. Под первую кромочную, под следующую. И между ними, через них, через обе вытягиваем петлю. Далее в последующую, в эту же в последующую вытягиваем петлю. В эту же в последующую вытягиваем через обе петлю. И так до конца проймы все переносим на спицы номер 7 круговые. Я особо не заостряю ваше внимание на этом наборе, только на некоторых моментах остановлюсь. Будет подсказочка в углу экрана сейчас, вот в этой стороне. Можете посмотреть, там ссылка на такой набор. Я его показывала 2 раза на своем канале. Можете посмотреть более детально, если хотите. Значит, я дошла до вершины проймы, то есть верхней части проймы. Просто хочу заострить ваше внимание на особенности. Значит, вот здесь находится шов, здесь. Здесь у нас последняя с правой стороны изделия кромочная петля. А вот последующая кромочная петля по другую сторону изделия. Вот их мы тоже должны обе подхватить. То есть одну взяли, последующую, через них, через обе вытянули петлю. Значит, продолжаем далее. Вот сейчас у нас петли пошли немного в другом порядке. То есть войти в эту же, а потом зайти в последующую становится немного трудно. Они немного по-другому расположены. Соответственно, понимаете, что кромочные идут вот таким образом. Они не могут одинаково располагаться. Значит, поэтому мы сейчас зайдем в последующую и только теперь вернемся в предыдущую. Теперь будем действовать вот таким способом. Раньше мы заходили в эту же, дальше в последующую. Теперь мы будем заходить в последующую. То есть это крайние дужки, вы видите, да, вот кромочные. Вот наши кромочные петли. Мы заходим под крайние дужки, наружные дужки изделия. Заходим в последующую, возвращаемся в предыдущую, через обе протягиваем. И так до самого низа проймы. Значит, набраны петли, на спицы перенесены. Хотела бы заострить ваше внимание вот сейчас внизу проймы, какая может быть проблема. Чаще всего при крупной вязке есть проблема такая, что вот подразболтанные кромочные петли. Внимательно посмотрите, вот они, последние кромочные, которые мы уже прихватили и вытянули петлю. Да, вот он шов, здесь располагается, даже узелочек видно. И вот видите, вот такой зазор, вот мне он не нравится. Что с этим можно сделать? Значит, тогда мы будем использовать еще петли ниже ряд. Видите? Не ниже. Вот он получается ряд, из которого будем сейчас вытягивать петли. Значит, соответственно, смотрим, да, здесь петелька вытянута, значит, где-то пониже нужно прихватить. Вот кромочный ряд, получается, в бок уходим на один ряд. Подхватываем одну, чтобы вот закрыть вот этот вот промежуток. Подхватываем одну, вот эту подхватываем. Теперь последующую вытягиваем петлю. Все, мы закрыли вот это место, все нормально. Итого у меня получилось вместе с этой 39 петель. 39 петель, это означает, что мне не хватит, соответственно, на рукав, потому что я отмерила примерно, сколько мне нужно рукава, как я это сделала. Я это сделала вот таким образом. Я взяла, например, переднюю часть изделия, накинула вот таким вот образом на руку, отмерила столько петель, сколько мне нужно шириной рукав. И отмерила, соответственно, сколько у меня вокруг, вот здесь получилось петель. То же самое можете сделать вы. Можете это сделать с помощью сантиметра. То есть вы измерите вот таким вот образом, сколько вам нужен. Мне нужен широкий рукав. Сколько вам нужно сантиметров и сколько у вас в это количество сантиметров входит петель.
Расчет очень простой. То есть вы делали образец, соответственно. Вы знаете, сколько у вас в 1 сантиметре петель. Умножаете на столько, сколько вы отмерили. Мне нужно 48 петель. Я уже все, в общем-то, сделала так, по-простому. Поэтому мне нужно будет добирать петли. Значит, у нас 39 петель. Нам нужно получить 48. Для этого нам нужно прибавить 9 петель. Сделать прибавки 9 петель. Потому что 48 минус 32 будет 9. Значит, ближайшее число, делящееся на 9, здесь 36. Разделить на 9 будет 4. То есть прибавки я буду делать каждые 4 петли. В остатке у нас остается 3. Если делить 39 на 9, получается 4 и 3 в остатке. Будем так считать, да? Остаток 3. Просто в последних 3 петлях мы ничего делать не будем, оставим их в покое. Делаем 9 прибавок и все. И тогда будет 48 петель. Сейчас разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вяжем поворотными рядами. После каждой 4 петли мы будем делать прибавку. Переходим на спицы номер 8 круговые. Снимаем первую петлю. Мы ее учитывали в расчете прибавок, поэтому считаем 1, 2, 3, 4. Делаем прибавку из протяжки. Протяжка – это вот нить, которая соединяет 2 петли наборного ряда. Видите, мы ее подтягиваем, и она подтягивается. Вот на левой спице петля, значит, это оно. Подхватываем, накидываем на левую спицу. Вот таким образом. Провязываем изнаночной, перекрещенной она будет. Провязали. Далее еще 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Сейчас снова делаем прибавку, ищем протяжку. Вот таким образом накидываем на спицу, провязываем изнаночной, перекрещенной. И так далее. По 4 петли провязываем изнаночной, делаем прибавку из протяжки. Значит, еще хочу заострить внимание. Возможно, вы набрали таким образом на спицу, что петля у вас лежит вот так. Когда просто провязываете за заднюю стенку, вот таким образом, либо просто берете петлю, да, которая расположена вот таким образом, правая стенка у вас позади, просто перевешиваете ее вот таким образом, меняете, провязываете изнаночной петлей. Я дошла практически до конца ряда, в котором мы делали прибавки. Значит, у меня осталось 3 петли на левой спице. Здесь, значит, провязаны 4 изнаночных. Делаю еще одну прибавку из протяжки. Накидываю. Провязываю изнаночной, перекрещенной. Теперь у нас остаются 3 изнаночных, которые мы просто провязываем. Более никаких прибавок мы не делаем. Итого 9 прибавок у нас сделаны. Последняя бабушкина. Кромочная. Итого сейчас петель должно быть 48. Это для тех, кто вяжет по моим расчетам. Сейчас мы поворачиваем вязание на лицевую сторону. И вяжем уже на лицевой стороне теперь. Спицами номер 8 мы их уже поменяли. Все, вяжем той длины рукав, которая нам необходим. На 10 сантиметров меньше. Потому что последние 10 рядов это примерно на 10 сантиметров меньше. А последние 10 рядов это будет резинка 1 на 1. Еще я вам покажу рукав в 29 ряду, когда буду делать убавки. Мы рассчитаем и я вам покажу их. Значит, я сейчас подошла к 29 ряду. Вместе с наборным это будет 29 лицевой ряд рукава. Будем делать убавки. С 48 петель мне нужно получить примерно 40. Убавлять будем, получается, 8 петель. Делим на 8, получается 6. Будем вместе провязывать каждую 5-ю и 6-ю петлю вместе.
Кроме последних, потому что это будет кромочная, мне бы не хотелось кромочную убавлять, то есть две вместе провязывать с последней. Убавлять будем в таком случае не пятую, шестую, а третью, четвертую, но это только в последней убавке. Кромочные петли у меня включены в расчет, поэтому отсчет я веду прямо от кромочной петли. Первую снимаем, кромочную. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая вместе лицевой. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая вместе лицевой. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая вместе лицевой. Пятая, шестая вместе лицевой. Теперь у нас остается 6 петель. Мы должны были бы вместе пятую, шестую провязывать, но поскольку это будут кромочные петли, не хотелось бы мне этого делать, чтобы при сшивании не запутаться. Так, поэтому буду убавлять третью, четвертую петлю. Одна, вторая. Убавляем сейчас третью, четвертую. Провязываем вместе лицевой. И четвертую, пятую отдельно и потуже. Все, убавки сделали, осталось 40 петель. Теперь мы вяжем до резиночки. Сейчас у нас 41 ряд рукава. Я перехожу на резинку 1 на 1. Если вам нужен рукав длиннее, нежели у меня, вы провязываете еще столько, сколько вам нужно. За минусом 8-10 сантиметров, которые уйдут на резинку. Так, перешла на спицы номер 7, то есть на размер меньше. Первую кромочную снимаем. Далее резинка 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Последняя у вас должна быть изнаночная, если вы вяжете по моим расчетам. Количество у нас четное. Последняя изнаночная и кромочная. Осталось 3 петли на спице. Так, последняя была изнаночная. Сейчас лицевая, изнаночная, кромочная, бабушкина изнаночной. Переворачиваем. Вязание на изнаночную сторону. Кромочную снимаем. Сейчас, видите, мы видим, вот лицевая. Вяжем лицевую. Далее у нас изнаночная. Вяжем изнаночную. И опять лицевая. Видим изнаночную, изнаночную, лицевую, изнаночную. И так до конца ряда опять заканчивайте изнаночной, кромочная бабушкина, изнаночная. И так провязывайте еще 4 лицевых и 4 изнаночных ряда. Итого рядов будет 10. Сейчас будет такое же закрытие рукава, как резинки рукава, как это было у нас на горловине. Тоже будет эластичное закрытие с накидами. Только в горловине мы очень свободно закрывали. Здесь мы немножечко потуже затягиваем. Там прямо сильно петельку вытягивали. Здесь сильно вытягивать петлю не будем. Значит, сняли кромочную. Сейчас у нас лицевая. Накид на себя. Провязываем. Накид сверху. На провязанную петлю. И кромочную тоже сверху. Дальше у нас идет изнаночная петля. Накид от себя. Провязываем изнаночной. Здесь можно бабушкиной. Вот при закрытии уже не важно. Накидываем сверху накид и предыдущую петлю. И так каждый раз. Лицевая, накид на себя, провязываем петлю, накид сверху. Сзади его поддевать удобней у лицевой. И сверху предыдущую петлю.
Далее изнаночная. Накид от себя провязываем изнаночной. Накид сверху. Накид сверху. И предыдущую петлю тоже сверху. Так закрываем по всему краю манжеты. Осталась последняя кромочная петля. Сейчас мы ее закроем. Так же, как и изнаночную. Накид от себя. Изнаночная. И накидываем обе петли. Можно сразу же их подхватить и продеть провязанную петлю через две предыдущих. Через накид и предыдущую. Немножечко подтянули здесь. Вот эту петлю нужно вытянуть. Спицы нам уже не нужны. Можно вытягивать ее. Прям на длину шва, как я вам говорила. Длина шва, будем сшивать рукав. Значит, вы отмеряете. Будет это выглядеть вот так вот рукав, да? Вы отмеряете, две длины отмерили до самой проймы. И отрезали ниточку, нить. Отрезали нить. Все меня ругают за ниточку уже. Иголочку. Все, отрезаем. Вытягиваем хорошенько. Все, вытянули, подтянули. То есть у нас вот осталась нить на сшивание. Берем иголку для сшивания трикотажных изделий. Шов этот будет по лицевой стороне. Разворачиваем рукав. Сейчас мы должны на противоположной стороне, вот у нас вышла нить отсюда, на противоположной стороне, вот лицевая сторона, мы должны снизу 2 кромочных, кромочная последняя нижняя, вот она, и следующая боковая пошла кромочная под нижнюю кромочную. Вот с ней определитесь, когда. Все, мы вошли. Вот кромочная боковая, вот последняя кромочная нижняя. Вот мы в нижнюю зашли, вывели на наружную сторону, на лицевую. И здесь будем сшивать. Опять напоминаю, кромочные. Вот ряд кромочных. Нам нужно подхватывать перетяжечки между кромочными. Вот мы должны зайти. Все правильно. Вот зашли мы под первое. Под первую протяжку. Теперь на противоположной стороне снова нам нужно определиться с кромочными. Вот они. Вот видите, важно вот тут ее выправить хорошенько. Тут уже пошла первая лицевая. А нам нужны кромочные. Поэтому надо расправить вот это вот изделие, край изделия. Вот она первая выходит. Здесь вот у нас, да, выходит нить. Вот они первые кромочные. Одна, вторая под протяжечку. Вот она. Вот это вот соединение нитей называется протяжкой. Под него. Еще раз. Теперь на этой стороне опять расправляем кромочные. Здесь они вот в эту сторону уже заворачиваются. Мы их расправили. Нить здесь вышла вот здесь. Значит, теперь мы поддеваем вот под эти кромочные, под их протяжку. Вот она, их протяжка, их соединение под кромочными. Под нее мы поддеваем. Сильно не затягивая, просто чтобы кромочные ушли внутрь. Теперь снова смотрим. Здесь вышла нить. Вот следующие кромочные. Следующие кромочные. Нашли снова вот эту протяжку. Поддеваем. Вот 2 кромочные, их соединения. Поддеваем здесь. И так сшиваем, каждый раз переходя на противоположную сторону, чуть-чуть подтягивая. Вот уже видите, подтягивается у нас резинка.
Сейчас мы подошли уже вот прям к пройме. Подхватываем, видимо, уже последние кромочные сейчас. Или предпоследние. С одной стороны. Так, эту уже прихватили. Видите, все, она уже, это уже наборный ряд, видимо, идет. Но мы ее еще здесь как-нибудь прихватим. Прям под наборный ряд. И с другой стороны сделаем то же самое, но здесь еще, по-моему, есть за что зацепить. Кромочная с наборным. Да, здесь еще есть за что зацепить. Так, здесь мы сделали. Посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть маленький зазорчик. И вот чтобы его не оставалось, этого зазорчика, мы будем, вот видите, это, например, идет до первый ряд. Мы войдем вот здесь, чтобы этот зазор закрыть. Смотрим еще. Закрылся? Нет. Тогда выйдем еще здесь, с другой стороны. Уже вот прям где-то в наборном ряду, либо где-то вот в области шва. Видите, вот иголка. Вот здесь вот у нас еще зазорчик остался. Где-нибудь здесь вот мы выходим. И еще раз в противоположную сторону. Вот так вот мы его закроем. Не особо стягивая, не столько стягивая, сколько закрывая, скажем так, нитью большей частью. Теперь мы на изнаночной стороне выворачиваю изделие наизнанку. Это у нас пошел боковой шов. Мы можем сейчас прятать в боковой шов то, что остаток нити, либо в шов самого рукава. Поскольку в боковой шов мы уже прятали, давайте, наверное, сейчас будем прятать в шов рукава. Еще разочек прихватим здесь. Вот так. Подтянем. Вот он шов. Вот кромочный, который мы прятали внутрь изделия, внутрь рукава. Под них вот таким образом поддеваем и прячем нить. Не обязательно ее прятать туда всю, но сантиметров 5 как минимум, наверное, стоило бы спрятать в одну сторону. И теперь можно перевернуть и с другой стороны этих кромочных в другие кромочные. Под другие кромочные точно так же поддеваем и протягиваем все эту нить в обратную сторону. Еще сантиметров на 5, например, или чуть меньше. Все, можно обрезать. Вот такой рукав получился. Шов. Вот где-то вот здесь вот он расположен, шов. Резинка. Закрытие эластичное очень. Закрытие на воротнике. Оно должно быть очень-очень эластичным. Поэтому прям вот эти вот петли мы вытягивали хорошо-хорошо при закрытии. На манжетах не нужно так вытягивать. На манжетах нормальное такое обычное закрытие. С нормальным вытягиванием петли. Здесь петли вытягиваем подлиннее. Потому что нужно будет очень хорошо его растягивать. Вот, кстати, нить обнаружилась, которая снаружи. Надо будет ее переправить на другую сторону и также спрятать, как я вам показывала. Вот такой свитер получился. В общем-то, я скажу, что результатом я довольна. Значит, перед и спинка у нас по 70 сантиметров вниз и вширь, скажем так. Вот такой рукав. Рукав тоже достаточно широкий. Воротник хомут. Немножечко его выправим сюда.
Вот так вот он выглядит. Вот такие красивые пупырышечки. Сейчас наведется. В общем, все получилось так, как я и хотела. Посмотрите, вот наше закрытие. Очень эластично. Здесь петли прям нужно при закрытии вытягивать. Здесь закрытие не должно быть со слишком вытянутыми петлями. Здесь нет такой необходимости. А вот воротник надо будет расправлять. Еще можно расправлять ниже его. Ну, я покажу, как это будет выглядеть на фотографиях потом. Пока вот что есть сейчас в ВТО. Спасибо вам, дорогие мои подписчики и гости канала, кто вязал вместе со мной. Надеюсь, вы вязали с удовольствием. Внизу под видео вы найдете в инфобоксе возможную полезную для вас информацию. Также будут подсказки в углу экрана. И в конце видео ставьте лайки. Не забывайте, пожалуйста, это помогает мне продвигать видео. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Всего доброго. Вяжите с удовольствием, Марина.